Санкции возрождают российскую автомобильную промышленность. Привет! В этом видео мы поговорим о возрождении российского автопрома. Все ли так плохо или есть проблески надежды? И неужели история повторяется снова по спирали? Санкции, обрушившие отечественный периферийный автопром, с одной стороны, позитивно влияют на его развитие с другой. А я долгое время живу в районе Москвы, исторически тесно связанном с отечественной промышленностью. И прямо у меня на глазах уничтожался СИЛ. А буквально через дорогу от меня АЗЛК служил своим новым хозяевам, или же правильно сказать оккупантам, а уникальный шарикоподшипниковый завод превращается в элитный жилой комплекс. А я всегда утверждала, что без собственной промышленности наша страна не будет чувствовать себя в безопасности как в военном, так и в бытовом плане. И вот этот день настал. Неужели российские власти задумались о своем собственном автомобильном суверенитете спустя 30 лет уничтожения и развала, причем собственными же руками? Давайте в этом видео разберемся, есть ли у России перспективы стать суверенной автомобильной державой. А в этом видео я вам покажу и расскажу о самых актуальных и важных отечественных автомобильных разработках. Итак, поехали! Начнем мы с того, что на протяжении постсоветской автомобильной эпохи нас кормили обещаниями о светлом автомобильном будущем. И тут можно вспомнить провальный проект Е-мобиль и не менее провальную Марусю. Если Е-мобиль толком не дошел хотя бы до малой конвейерной серии, то Марусю хотя бы можно было купить, а модельный ряд представлял из себя аж две модели, а кроссовер почти был готов к выходу на рынок. А на фоне двух неудач возрожденный «Москвич» выглядит вполне бодро, ведь совсем недавно была представлена четвертая модель в каталоге Московского автозавода, после «Москвич-3», «Москвич-3Е» и «Москвич-6». И «Москвич» — это единственный завод в России, который в настоящем экономическом контексте как бы запустил производство и работает в режиме полного цикла. А сейчас завод перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. Уровень локализации в будущем вырастет за счет привлечения более широкого пула российских поставщиков с полностью отечественными компонентами, такие как кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы, ну и тому подобное. И любопытно, что по отраслевой номенклатуре «Москвич-3» правильнее называть КАМАЗ-2135, именно КАМАЗ, так как он является ключевым технологическим партнером «Москвича». Но еще более забавно то, что эти автомобили изготавливаются на МАЗе, не Минском автомобильном заводе, а на московском. Так что не запутайтесь. «Москвич-3» является лицензионной копией автомобиля Шехл X4 или же JAC GS4 бренда Шехл китайской компании JAC Motors. И также это первая модель, выпускаемая под возрожденной спустя более чем 20 лет маркой «Москвич». Платформа этой машины изначально разрабатывалась с учетом постройки электрических версий, и такие даже продаются в Европе под именем JAC E GS4. «Москвич» сразу же получил соответствующую версию 3E. Тяговая батарея весом в 435 кг размещается под полом задней части кузова, немного изменяя посадку задних пассажиров. Ее емкость 187 ампер-часов, а заявленный запас хода 410 км. Максимальная 30-минутная мощность синхронного электродвигателя 68 лошадиных сил, а пиковая мощность в привычном нам по ДВС-системе координат определенно так больше 100 лошадиных сил. В Европе JAC E GS4 вообще имеет мотор с максимальной мощностью 193 лошадиных силы и крутящим моментом в 340 Нм. В такой конфигурации он набирает 140 км в час, а сотню достигает за 11 секунд, а время полной зарядки от бытовой сети 8 часов. От быстрого терминала постоянного тока он набирает 80% за час. И единственное внешнее отличие «Москвича 3Е» от обычной трешки – это зарядный лючок у передней левой дверцы. И да, увы, левой, а не со стороны тротуара, что странно. А вместо селектора вариатора будет вращающаяся шайба. Седан «Москвич-6» стал третьей моделью в портфеле бренда, которую начали производить вслед за кроссовером «Москвич-3» и его электрической версией «Москвич-3Е». Модель отличается высоким уровнем комфорта, продуманной эргономикой, современными опциями, широкими возможностями мультимедиа и просторным багажником. Автомобиль отлично подойдет для ежедневных поездок по городу, а самый большой недостаток – это высокая цена. Ведь начальная версия стоит 2 630 000 рублей. Расширенный набор опций поднимет ценник еще на 200 000. А лифтбэк с топовым мотором будет стоить около 3 миллионов рублей. И остается надеяться, что из-за последовательной локализации цены немного снизятся, или хотя бы сделать так, чтобы ценники росли медленнее, чем на остальные автомобили.
Старт производства и продаж «Москвича 8» запланирован на конец 2024 года. Кроссовер стал самой крупной моделью марки. Технически автомобиль является копией китайского Jack Chehol X8+, и также сообщается о большом экране мультимедийной системы диагональю в 12,3 дюйма, беспроводной зарядки для смартфонов с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 7-местном исполнении салона. Официально цену автомобиля производитель не раскрывает, но по оценкам экспертов она может составлять от 2,6 до 3,3 миллионов рублей. Но не одними переделанными китайцами мы можем гордиться. В августе 2024 года показали прототип электромобиля «Молния», который предполагается производить на московском автозаводе «Москвич». А «Молния» — это седан класса D, созданный на российской платформе, и при этом программное обеспечение также будет разработано отечественными специалистами, что позволит избежать блокировок со стороны иностранных производителей. Разработку вели молодые специалисты из транспортного комплекса столицы. Технические характеристики новинки включают номинальную мощность до 80 кВт и пиковую в диапазоне от 110 до 150 кВт. Емкость аккумуляторной батареи составляет 85 кВт-час. Основные элементы кузова и рулевой вал изготовлены из стали, колеса от 18 до 20 дюймов, а салон оснащен 2 подушками безопасности. Отличительной особенностью «Молнии» станет ее универсальная модульная платформа, состоящая из унифицированных и стандартизированных компонентов. Это позволит упростить процесс сборки и гибко адаптировать базу под разные модели электрокаров. Прототип электроседана вроде бы представляет собой вторую модель бренда «Атом» от российской компании «Кама», за которой стоит КАМАЗ. И при этом в пресс-службе «Атома» и «Москвича» опровергают свое участие в этом проекте. В жирные годы «Молния» была бы гвоздем московского автосалона, который еще с начала 90-х проходил именно в августе и всегда был главным событием российской автоиндустрии. Но в этом году ни в столичном экспоцентре, ни в подмосковном Крокусе автомобильная выставка так и не собралась. И зато уже 2 года подряд Москва проводит собственную транспортную выставку под названием «Станция Манеж». Год назад именно на этой выставке в Манеже состоялся первый публичный показ лифтбека «Москвич-6», а сейчас посетителям продемонстрировали трехрядный кроссовер «Москвич-8», который обещает вывести на рынок к началу зимы. Но «Молния» стояла отдельно от «Москвичей» в другом углу павильона. Неужели «Молния» не «Москвич»? И действительно, московское предприятие не имеет отношения к «Молнии», а в городском ведомстве сказали, что раскрывать какие-либо подробности об этом проекте пока что слишком рано. И команда молодых специалистов действительно существует. Ее начали набирать еще летом 2023 года. Причем формально она работает под крылом института Мостранспроект, основная задача которого – это изучение организации дорожного движения и транспортной инфраструктуры. Команда очень маленькая, но в ней есть и дизайнеры, и автомобильные инженеры. Именно эти люди занимаются разработкой автомобилей на оригинальной российской платформе, о которой говорили еще во время запуска производства нео-москвичей. И, как вы понимаете, за 1 год создать с нуля полноценный автомобиль невозможно. Проект сейчас находится на начальной стадии, и обычно на этом этапе никаких публичных показов не происходит. Но «Молнию» все-таки построили специально для столичной выставки, чтобы срочно и громко заявить о себе с пометкой «Молния». И это даже не прототип, как написано на номерной табличке, а это пустотелый макет в масштабе 1:1. Под пластиковой скорлупой кузова нет ни интерьера, ни шасси, ни каких-либо агрегатов. Да и дизайн еще может поменяться, так что рассуждать о нем пока что смысла нет. Зато о концепции машины можно говорить. По информации авторевью, будущая «Молния» должна ударить вовсе не в частный сектор, хотя полностью его не исключили. Этот электромобиль проектируют в основном под нужды большого города, для такси, каршеринга, полиции и других служб. Вот вас когда-нибудь обелечивали бравые ребята из ЦОДД за не вовремя оплаченную парковку. Сейчас они передвигаются на «Солярисах» и «Москвичах-3», а, видимо, будут на «Молниях». Словом, перед нами уникальный проект в мировой индустрии. Разработку нового электромобиля заказывает и курирует не автопроизводитель и не профильное инжиниринговое бюро, и даже не государство с отдельным НИИ, а правительство города, которое уже много лет методично вытесняет частные автомобили с улиц и парковок, предлагая пользоваться общественным транспортом, включая и арендные машины. «Атом» будет позиционироваться как гаджет на колесах. Все цифровые сервисы здесь будут работать на основе собственной операционной системы Atom OS, а приложение для которой можно будет загружать с отдельного маркетплейса. А в машине будет очень много разных цифровых фишек, типа большого проекционного дисплея на лобовом стекле и экрана прямо на руле управления, который имеет непривычную рублено-овальную форму.
Серийное производство «Атома» должно начаться в середине следующего года на мощностях столичного автозавода «Москвич». А в офисе компании даже запущен большой экран с таймером, который ведет отсчет дней до запуска машины на конвейер. А пока же на испытаниях «Атома» задействованы 12 мулов. Это ходовые макеты, построенные на основе серийных кузовов других автомобилей. И интересно, что во второй половине прошлого года в течение нескольких месяцев на сайте «Атома» был открыт предзаказ, и откликнулось более 30 тысяч человек. Предоплата составила 7 тысяч рублей, при желании платеж можно вернуть. Предполагаемый объем производства автомобиля до сих пор не раскрывается, но разработчики убеждены, что машина станет популярной. Проект «Атом» позиционирует себя как независимый стартап и при этом подтверждая, что основной его инвестор – это российское предприятие КАМАЗ, а партнер – это корпорация «Росатом». Отсюда видимое название модели. И негоже главе такой великой автомобильной державе, как Россия, передвигаться на продукции зарубежных брендов. Аурус – это семейство автомобилей представительского и высшего класса российского производства. Используется он в том числе для перевозки и сопровождения первых лиц государства, например, президента России Владимира Путина и других влиятельных фигур, нуждающихся в повышенной охране. Проектом с 2013 года занимался Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ по заказу Министерства промышленности и торговли. На инжиниринговой базе института создавали международную кооперацию предприятий, а производителем стал концерн Solers. А изначально речь шла о президентском лимузине, и уже вскоре стало понятно, что этим дело не обойдется. Тогда решили запустить целую линейку автомобилей на единой модульной платформе. Однако начали все же с лимузина. Седана с классическими формами и пропорциями, вдохновленного первым советским автомобилем представительского класса послевоенного времени ЗИС-110. Первый полноразмерный макет лимузина, который уже мог ездить, изготовили в 2014 году, а первые предсерийные экземпляры приехали в гараж особого назначения Федеральной службы охраны России в конце 2017 года. И уже в следующем году Аурус, он же как раз в это время и получил название, презентовали официально. 7 мая 2018 года Владимир Путин приехал на церемонию вступления в должность российского президента на автомобиле Аурус Сенат Лимузин, а уже в июле он прибыл на лимузине на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки. И, кстати, один Аурус был недавно подарен главе Корейской Народно-Демократической Республики. Ну а главная гордость современного отечественного автопрома – это бесконечные московские электробусы. Это инновационный транспорт, автобус на электрической тяге, экологичный, маневренный, безопасный, низкопольный, с климат-контролем. Он не привязан к контактной сети и заряжается на конечных остановках и в парках. Электробусный парк страны развивается семимильными шагами, и сегодня в Москве задействовано свыше 1800 электробусов на более чем 130 маршрутах. Это рекордные показатели в масштабах Европы. По примеру столицы, свою электробусную сеть выстраивают регионы. На маршруты сегодня выходят обновленные электробусы КАМАЗ в санкционно-устойчивой комплектации, модели с увеличенным запасом хода и ночной зарядкой, а предприятия госкорпорации Ростех работают над инфраструктурой для электротранспорта. Замена общественного городского транспорта, работающего на углеводородном топливе, на современной электромодели – это направление, в котором движутся все мегаполисы мира. И по многим показателям Москва обгоняет другие европейские города. А в качестве основного электротранспорта столичные власти выбрали КАМАЗ-6282. И по словам специалистов из Набережных Челнов, этот электробус стал одной из самых высокотехнологичных разработок предприятия и новым шагом в его развитии. Серийное производство электробусов ведется на нефтекамском автозаводе «Нефас», дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии. А с 2021 года сборка московских электробусов проводится в самой столице, на Сокольническом вагонно-ремонтном строительном заводе. Кузова и шасси поступают сюда с завода КАМАЗ в Нефтекамске, а на Сварзе электробусы собирают, начиняют всем необходимым и тестируют перед отправкой в автопарк. А на фоне сборки китайских автомобилей под русским брендом особенно комично выглядит история с русско-китайско-французским автомобилем. А в Калуге в этом году было возобновлено производство автомобилей марки Citroën. Машинокомплекты поступают не из Франции, а из дружественного Китая, где одна китайская компания имеет совместное предприятие с маркой Citroën, и она имеет право выпускать под этим брендом автомобили. И поэтому получается, что производимые теперь под Калугой автомобили имеют французское имя, а на самом деле они поставляются сюда для сборки китайским собственникам, который может делать с принадлежащими ему машинами что хочет. Такие вот выходят лихие санкционные виражи, или, как говорят французы, вуаля.
Чтобы на основе китайских машинокомплектов выпускать в России автомобили известного западного бренда, такую дерзость еще российские производители себе не позволяли. И теперь остается ждать реакции представителей французского автопрома, которые, впрочем, всегда могут сказать, что они не имеют ни юридического, ни финансового отношения к производимому стартапу в России, пусть и на ранее принадлежавшей им производственной площадке. И вот такой небольшой рассказ о новых автопроизводствах в России у меня получился. И надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.